Всем огромный привет, друзья, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Ну что, друзья, долгожданное сравнение, как вы и просили. Итак, о, господи. Realme GT Neo 2 против новинки Realme GT Neo 3. Крутейшие смартфоны, которые сейчас можно приобретать по цене от 25 тысяч рублей на AliExpress. Мы сегодня сравним эти смартфоны по всем характеристикам. Это и внешний вид, это и производительность, аккумулятор, как они вообще в работе, что у них там с камерами и так далее. Сразу, кстати, небольшой спойлер, несмотря на то, что у нас Realme GT Neo 3 проапгрейдженная версия, тут есть какие-то моменты, которые все-таки являются как будто бы спорными. Даже камеру здесь с одной стороны проапгрейдили, а с другой стороны в какие-то моменты она стала снимать чуть похуже. Короче, обо всем об этом сегодня расскажу, будет очень интересно, а самое главное познавательно. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Итак, друзья, сравнивать мы будем вот в таком ключе. Для начала мы с вами посмотрим на внешние характеристики, потом пробежимся по внутренностям, конечно же, сравним процессоры, быстродействие, как они оба работают в Genshin Impact, посмотрим, как работает камера, посмотрим, как работает аккумулятор, насколько хорошо и экономично можно жить с этим смартфоном. Естественно, посмотрим на особенности этих телефонов, потому что у меня Realme GT Neo 3 это китайская версия, а Neo 2 это глобальная версия. Разницы практически никакой нет, но все-таки есть небольшие нюансы. Ну а в конце, конечно же, мы подведем итоги и поймем, стоит ли покупать третий, если можно купить второй. Да, и кстати, у меня на канале прямо сейчас вы можете найти очень большое фото и видео сравнения этих двух телефонов. Я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Но сделайте это только после того, как посмотрите этот ролик до конца, потому что будет интересно. Ну и давайте начинать с внешнего вида. Итак, давайте начинать. Внешне смартфоны, безусловно, очень сильно похожи. Можно сказать, что они братья-близнецы. Realme GT Neo 2. Вот такие камеры ставили в прошлом году, и OnePlus ставили. В 2022 камеры уже выглядят как в Realme GT Neo 3. Очень прикольные вот эти полоски. Они добавляют спортивности, и вообще Realme на презентации говорили о том, что это прямо вот смартфон такой типа для игр. Короче, мощный, быстрый смартфон. По размерам они практически одинаковые, однако Realme GT Neo 3 более тонкий. 8,2 мм и 8,6 мм в GT Neo 2. Давайте я буду говорить двоечка и троечка. И он полегче. 188 граммов и практически 200 граммов двойка. Ну, я могу сказать, что это в руке практически никак не ощущается. Оба смартфона очень удобно лежат в руке, хотя у них есть и разница по дисплею. Все органы управления находятся абсолютно на одних и тех же местах. Кнопки включения, кнопки громкости, снизу USB Type-C, стереозвук. Стереозвук мы с вами еще послушаем. Сканер отпечатка встроен в экран, работает очень быстро на обоих смартфонах. Взяли, приложили, сработали. У обоих смартфонов нет влагозащиты, точнее так, есть IP53. Спереди и сзади у нас Corning Gorilla Glass 5-го поколения, есть пленка и там, и там. По бокам у нас пластиковая рамка. В целом, если говорить про дизайн, то, наверное, я даже не знаю, какой мне больше нравится, по большому счету, одинаково. В сером варианте это более сдержанный такой вариант, ну и кто у нас смелый, готов носить вот такой яркий смартфон в руке, пожалуйста. Ну что, можно точно сказать, что эти смартфоны очень сильно похожи друг на друга, сказать, что у одного внешность лучше, у другого хуже, наверное, нет, поэтому это точно не будет являться критерием выбора. Хотя, может быть, кому-то прямо хочется, чтобы было вот таких два глазка вместо одного, который есть у Realme 3. Ну ладно, давайте перемещаться дальше, посмотрим, что там внутри. По дисплею, что можно сказать? Тоже практически одинаковые дисплеи, 120 Гц поддержка, HDR10+, 1 миллиард цветов, это AMOLED, очень глубокий черный цвет, есть Always On Display и там, и там. По картинке тоже все примерно одинаково, однако углы преломления, посмотрите, они получше на Realme GT Neo 3. Да, троечка чуть получше. А вот что касается яркости. Оба смартфона в обычном режиме дают порядка 500 нит, в пике они дают порядка 800 нит, но на солнце GT Neo 2 дает более яркую картинку 1300 нит против 1000 у трешки. Могу сказать, что оба под солнцем читаются хорошо. Диагональ дисплея, кстати, на двойке чуть поменьше, 6,62 дюйма против 6,7 на трешке. По отклику тоже все хорошо, однако на цифрах трешка более интересная, потому что здесь 1000 Гц отклика, а на двойке на 600 Гц. Что я имею в виду? Я имею в виду, что трешка 1000 раз в секунду опрашивает дисплей на вопрос соприкосновений, а двушка это делает 600 раз. И там это очень быстро. Что касается шима, он есть и там, однако я бы сказал, что на трешке он даже немножко побольше. Вы это видите сейчас. Ну и самое интересное, что есть функция DC-Dimming, убирание этого самого шима. Нажимаем, видите, он отключается, и на двойке его тоже можно отключить. Интересно только то, что на двойке функция DC-Dimming спрятана в лаборатории Realme.
функциями. Это вот здесь в основном меню находится, в принципе, найти достаточно легко. А вот на трешке эта функция спрятана очень далеко, она находится в режиме для разработчиков, то есть этот раздел надо специально открывать, сюда заходить, вот тут находить внизу функцию Dimming, нажимать и активировать его. Еще один важный момент: в минимальной яркости трешка дает чуть более темную картинку, чем двойка. А вот автояркость работает на трешке лучше. Если включить ее, то посмотрите, насколько быстро она возвращается по сравнению с двойкой. Двойка прямо о чем-то думает. Кстати, вот прилетело уведомление с Телеграма. Это телеграм-канал «Пользы нет». Я вам его рекомендую, потому что здесь очень крутые цены на смартфоны. Например, Realme GT Neo 3 можно приобрести за 25 тысяч рублей. Тут много всяких разных классных цен, а ведет этот канал Саша. Так что я вам рекомендую подписаться на него. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Вот, например, новый OnePlus Nord 2T, $399. Здесь также написано, как лучше платить, через Kiwi, через Али и так далее. Так что рекомендую. Или вот OnePlus 10 Pro, глобальная прошивка, стоит 51 тысячу. Ну, вообще красота. В общем, ссылочка внизу. И там у нас стоит 12 Android, и там у нас 8 гигабайт памяти. И в обоих случаях можно добавить 2, 3 или 5 гига оперативной памяти еще дополнительно, вытащив его из вашего хранилища. Realme UI 3.0 стоит. Но вот здесь мы видим у нас разные процессоры. Значит, на двойке Snapdragon 870, а на трешке у нас Dimensity 8100. И здесь как раз начинается небольшая разница. Во-первых, Snapdragon у нас сделан по 7-нанометровому техпроцессу, а трешка у нас сделана уже по 5-нанометровому техпроцессу, то есть более современный. На цифрах это получается примерно так: 800 тысяч баллов у нас на трешке и 726 тысяч баллов, 720 тысяч баллов на двойке. В целом, я могу сказать так, что это никак не отражается на работоспособности, то есть оба смартфона работают очень быстро, при том, что технически трешка более интересная. Обратите внимание, память на трешке LPDDR5, а на четверке у нас 4X5. 8 ядер. Тактовая частота, кстати, побольше на двойке, нежели на трешке. Тротлинг у нас получается практически одинаково работающий. Это 100 потоков на 20 минут, однако максимально 380 гипс выдает трешка, а двойка 340 гипс. Средний показатель 333 против 303. Карточки памяти нельзя использовать в обоих смартфонах, но вот что интересно. Realme GT Neo 2, минимальный вариант, это 8128. Дальше идет 8256 и 12256. А GT Neo 3, самый маленький вариант, это 6128, потом идет 8128, 8256 и 12256. Внутренняя память UFS 3.1 и там, и там. Графический процессор на двойке у нас Adreno 650, на трешке Mali G610 MC6. При игре в Genshin Impact на максимальных настройках смартфоны без проблем выдают 60 FPS, также они показывают 50 и бывают просадки до 45. Я бы сказал, что одинаково играется на том и другом смартфоне, несмотря на то, что у нас немножко разная чувствительность и тач у нас 1000 и 600, все равно Genshin Impact и там идет хорошо, и я особо какой-то разницы не заметил. По Geekbench у нас следующие результаты, причем если Single Core у нас показывает 939 на двойке и 960 на трешке, кстати, здесь также показаны результаты, например, Samsung, да, Samsung Galaxy S21 Ultra в данном случае будет проигрывать. А вот в мультикоре разница уже достаточно большая, видите, 4000 на трешке против 3100 на двойке, и эта разница достаточно ощутима. Но, конечно, оба смартфона работают крайне быстро. Я сейчас закрою все приложения, давайте позапускаю. Ну, видите, да, все, конечно же, максимально быстро отрабатывается, очень близко запускаются все, я никаких проблем не вижу. Оба смартфона работают очень-очень быстро, и вы будете получать удовольствие от использования этих телефонов, если вы раньше им никогда не пользовались. Очень круто работают. А Realme большое спасибо за то, что сделали вот такой классный девайс. Никаких тормозов, ничего нет, все работает очень плавно, здорово, все анимации отрабатываются. Ну, круто, вот вопросов вообще никаких нету. Производительность вообще молодцы. Ну что, мне кажется, с производительностью все понятно. Оба смартфона работают безумно быстро, оба смартфона вывозят абсолютно все задачи. Оба смартфона будут работать так, что несколько лет вы вообще забудете о том, что есть вообще какие-либо тормоза. Ну, может быть, в играх не обязательно, но в плане системы и всего остального уж это точно. Да и поддерживаться обновлениями эти смартфоны, я думаю, что будут 2-3 года еще. А вот что касается звучания, давайте посмотрим. Давайте сейчас послушаем звучание, ведь у нас здесь стереозвучание с поддержкой Dolby
Atmos. Мы будем слушать мою композицию, которую я записал вместе с Александрой Бадои, а также музыкантом Эндрю Мирт. Очень красивый трек. Давайте прямо сейчас послушаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, какой смартфон звучал лучше, если таковой был. Ну что, друзья, как вам звучание? Мне, кстати, показалось, что Realme GT Neo 3 звучал как будто бы немножко потише, чем второй. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что, друзья, давайте прямо сейчас перезагрузим эти смартфоны, посмотрим, какой из них сделает это быстрее. Заодно я начну рассказывать вам про камеру, потому что здесь есть очень интересное обновление, но, как всегда, есть свои нюансы. Ну и пока мы перезагрузим наши смартфоны, посмотрим заодно, кто это делает быстрее, давайте я вам расскажу о камерах. Значит, что у нас интересного? У нас проапгрейдили модуль камер. Теперь у нас на трешке стоит флагманский Sony IMX766. Это хороший сенсор. Мало того, у нас еще появилась оптическая стабилизация. Основной модуль у нас на 50 мегапикселей. На двойке у нас 64 мегапикселя, и это сенсор от компании Samsung. Также у нас два ширика по 8 мегапикселей. Вот у нас трешка уже загрузилась, а двоечка еще подтягивается. Давай. Ну и круто, что как только ты вводишь защитный пароль, у тебя сразу же смартфон запущен. То есть тебе не надо ждать, пока подгрузится к иконке, например, как это происходит в Xiaomi или в Samsung. Круто, молодцы. Так вот, что касается камер. Основная камера на 50 мегапикселей, на 64. Здесь есть оптическая стабилизация. В двойке оптической стабилизации нету. Два ширика на 8 мегапикселей и там, и там. А также у нас есть еще макрокамера. Вот эта маленькая. Она на 2 мегапикселя. Считайте, что ей особо никто и не пользуется. По видео оба смартфона умеют снимать 4К. Оба смартфона умеет снимать 60 кадров в секунду. Фронтальная камера дает возможность снимать только Full HD. И еще фронталка у нас переместилась, кстати, по центру, и это не очень многим нравится. Ну, камера тоже работает очень быстро, все переключается максимально быстро. Что я заметил, друзья, интересного и грустного? Посмотрите, в двойке у нас был астрономический режим, то есть можно было фотографировать звезды. В целом это получается хорошо. А в трешке этого нету. Здесь только сканирование текста. С чем это связано, я не могу сказать, но выглядит как будто бы это очень-очень странно, потому что можно было действительно получать хорошие фотографии звезд. Вот как раз таки одна из фотографий, вот тут звезды, все хорошо, видно, замечательно. Почему этот режим убрали, честно говоря, не знаю. Возможно, у меня же GT 3 китайская версия, а Neo 2 у меня глобальная версия. Возможно, в глобальной версии острый режим будет, а в китайской нет. Не знаю, если у вас есть какое-то соображение на этот счет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и прямо сейчас давайте я вам покажу небольшое фото и видео сравнение этих смартфонов, а вообще полное фото и видео сравнение у меня есть уже на канале, так что поищите. Я могу сказать, что хорошо прокачалась камера, особенно в ночной съемке. Посмотрите, насколько более контрастная и четкая картинка на трешке по сравнению с двойкой. Прямо в этом моменте очень хорошо. А вот в дневной съемке есть, наоборот, некоторые вопросы. Например, посмотрите сейчас засветы солнца. Они гораздо больше на трешке, нежели на двойке. По стабилизации вы видите, что смартфон отрабатывает хорошо. Вот здесь двойка сделала немножко более контрастную картинку, чем трешка. А вот здесь я бы сказал, что трешка более детализированная. Немножко не хватает периодически цветов. С одной стороны, с другой стороны, посмотрите на приятный скинтон на ночной фотографии. HDR тоже хорошо отрабатывается на обоих смартфонах. Более подкрашенная картинка порой получается на трешке, и это как бы даже перебор. Это широкоугольная камера, тоже немножко более подкрашенная картинка на трешке. Посмотрите, сзади не засвета неба на трешке, и это хорошо. В тенях вот здесь, например, немножко темновато получилось. Эта фотография, я бы сказал, что примерно одинаковая на обоих смартфонах. Ну и здесь почему-то трешка сделала более темную картинку. Ну а это уже 10-кратное увеличение, и здесь оба примерно одинаковые. Селфи, мне кажется, стали лучше на трешку. В общем, с одной стороны есть улучшения, с другой стороны есть и какие-то ухудшения. По аккумулятору у нас следующая ситуация. 5000 мАч и там, но, кстати, GT
третий есть версия, в которой есть 150-ваттная зарядка, и там аккумулятор на 4500 мАч. Здесь 80-ваттная зарядка. 80-ваттная зарядка — это означает, что смартфон заряжается за 30 минут с копеечкой, а 65-ваттная зарядка, которая на двойке, она дает примерно такой же результат, там минут 40. Короче, смартфон заряжается очень быстро. Что касается разрядки, то примерно одинаково у меня получается. Вот смотрите, двойка у меня проработала один день 5 часов, выдала 5 часов работы экрана и 9 минут. Трешка проработала 20 часов, выдала 5 часов 24 минуты. Я бы сказал, что это примерно один и тот же результат. В целом вам на день должно хватать, возможно, кому-то будет даже хватать и на второй день. На уровне всех остальных флагманов это хороший результат. AIDA почему-то показывает, что у меня версия Bluetooth 5.2, но на самом деле в Realme GT Neo 3 Bluetooth версии 5.3, то есть это второй смартфон после Redmi K50 Pro, в котором стоит Bluetooth версии 5.3. А во второй версии там вообще, по-моему, не 5.2, а 5.1. Не знаю, почему AIDA показывает такой вариант. Поддержка высококачественных кодеков aptX HD и там, плюс поддержка Wi-Fi 6 поколения. Сколько я этими смартфонами не пользовался, у меня не было никаких трудностей с датчиком приближения, когда мне звонят, вопросов никаких нету, и вообще все меня хорошо слышат, и я всех хорошо тоже слышу. Что касается вибрации, у нас есть возможность вибрацию настраивать, делать ее помягче или пожестче. Сенсорный отклик увеличивать, уменьшать. И там есть эта функция. Я бы сказал, что работает примерно одинаково и там. Интенсивность вибрации, опять же, вставляйте максимум, если хотите, чтобы у вас все очень сильно стучало. В целом, я бы сказал, что вибра одинаковое, оно не топовое, но оно хорошее. Итак, друзья, давайте все-таки подведем итоги. Что я от себя могу сказать? Для меня, наверное, самое главное, это то, что в Realme GT Neo 3 поставили 766 сенсор. Это топовый сенсор, который ставит во флагманы, и, соответственно, можно от него получить больше от сенсора, который стоит в GT Neo 2. Плюс можно накатить Google камеру и вообще получить очень крутые результаты. Я думаю, что мы этим обязательно займемся в ближайшее время. Что касается цен, тут вообще очень интересная ситуация, потому что на AliExpress прямо сейчас оба смартфона можно находить по цене от 25-26 тысяч рублей. Сейчас это у нас 12 мая 2022 года. Понятное дело, что когда вы будете смотреть этот ролик, цены могут немножко измениться, но только очень важный момент. Двойка у меня глобальная версия, а трешка это китайская версия. Китайская версия всегда немножко подешевле, поэтому когда выйдет глобальная, можно будет посмотреть, что там будет по ценам. Если не заходить на AliExpress, а идти покупать в России, то, соответственно, цены там 35 тысяч рублей и так далее вы встретите. Тоже, в принципе, достаточно адекватные цены за эти хорошие смартфоны. Я, как всегда, напоминаю, что если вы хотите в России приобрести смартфоны, обращайтесь к моим друзьям, компания Цифрус. Внизу ссылку оставляю, переходите, посмотрите. Если, кстати, по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. В целом, я считаю, что какой бы из этих смартфонов вы не выбрали, он окажется хорошим. Это очень крутые девайсы, и я испытываю большое удовольствие, когда ими пользуюсь. Ну вот вы посмотрели этот ролик. Какой бы девайс из этих двух выбрали бы вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, внизу есть ссылочки на Дзен и все остальное. Меня зовут Фил, это Честный блог. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока.